Птицы Маныча. Часть вторая. На крыльях ветра. Выезжая со двора гостиницы, я поймал себя на мысли, что я нахожусь не в селе Дивное на севере Ставропольского края, а в родной деревне Денисово на юге Рязанской области. Еще больше это чувство усилилось, когда мы проезжали по околице мимо водонапорной башни Рожновского. Точно такие же используют у нас, да и, наверное, по всей стране, и создается ощущение, что мы никуда не уезжали. Всем привет, друзья! Меня зовут Василий Вишневский, и вместе с Ольгой Натальской вчера, 18 апреля, мы приехали на Маныч, чтобы познакомиться с местными птицами. Каково же было наше удивление, когда на вечерней экскурсии под руководством Виктора Николаевича Федосова мы встретились с группой натуралистов с разных уголков страны, а также с нашим добрым товарищем из Тульской области Михаилом Веревченко. Да-да, это тот самый Михаил, благодаря которому на канале появился пусть и небольшой, но красивый репортаж о зимородке. Обязательно посмотрите, если не видели. География деятельности Михаила широка. И в Калмыкии, и в Ставрополье он тоже немало трудится, чтобы протоптать проверенные дороги для натуралистов и фотоохотников. Михаил даже любезно сообщил нам о нескольких стационарных укрытиях у воды, которые мы еще успеем испытать. Но продолжим наш рассказ по порядку. Так, вчера вечером, когда уже совсем стемнело, вышла луна и загорелись звезды, где-то здесь пела сплюшка. И мы ее наблюдали и записывали при свете фонаря. Повезло нам, оказалась птичка очень контактная. Сова, которая согласилась принять участие в наших съемках, в нашей авантюре с выездом на юг. И хотя сплюшки обитают в Московской и сопредельных областях, встретить ее на севере ареала не так-то просто, как на юге. Поэтому мы во все глаза глядели на сплюшку, а сплюшка глядела на нас. А ему интересно, как и нам. Кто сюда пришел, что орет. Он вообще был до этого здесь главный. Когда натуралисты дипломатично оставили меня и Ольгу наедине со сплюшкой, мне даже удалось записать ее голос. Я даже не поверил, что нам повезло. Но когда мы потом специально в тихую лунную ночь поехали снимать сплюшку с моей тарелкой для записи голосов, такой же покладистой модели уже не было. И я в очередной раз убедился, что если природа и предлагает что-то снимать здесь и сейчас, не стоит рассчитывать, что завтра это повторится. Да, вот тут даже какой-то шалаш детский. Ребятишки, наверное, построили. Из него, конечно, не поснимаешь, а так-то тут где-то еще кричат фазаны. Например, фазанов мы нередко видели по пути в Элисту и после. Слышали крики, но так и не удалось их снять. Кто бы мог подумать, что благодаря поездке на Маныч я отважусь слетать на Дальний Восток. И там, в Амурской области, в Муравьевском парке, сниму фазанов. И хотя это совсем другая история, кричащие самцы фазанов будут, кстати, в качестве дополнения к голосам птиц окрестностей села Дивного. Интересный такой сад, можно сказать, очевидно. Искусственное насаждение, потому что мы находимся в степи, где каждое дерево на вес золота. Но в степи разве что низкорослые кусты тамариска немного добавляют уюта вдоль неглубоких озер да луж.
Прежде чем отправиться на Маныч, чтобы поснимать из укрытия Михаила Веревченко, мы проехались по ближайшим окрестностям Дивного и особенно задержались около луж рядом с первым и вторым подманками. Ближе всего птицы, например, степной жаворонок, подпускали автомобиль, поэтому много пришлось снимать с рук из окна. Ходулочники настороженно посматривали в нашу сторону, но все же позволяли себя снимать. Кулики даже спаривались, но запечатлеть этот момент мне пока не удалось. Ветер крепчал, но летающих ходулочников и ласточек это ничуть не смущало. Я же, выбравшись из машины, вынужден был снимать только с нижней точки съемки, чтобы штатив и камеру поменьше трясло. Одну из низинных грунтовых дорог залило водой. Там собрались и кулики, и пиганки. Под шум ветра и хор жаворонков я жадно наблюдал за сборищем пернатых. Временами утки мирно чистились, а кулики степенно кормились во влажной земле. Но самцы пиганок приводили оперение в порядок только с тем, чтобы после небольшой передышки устраивать очередные потасовки. Видимо, только так можно доказать даме сердца, что ты достойный супруг и отважный отец будущих утят. Не то из-за споров пиганок, не то из-за тревожных криков отдельных птиц, кулики время от времени поднимались в воздух, чтобы размять крылья, а вместе с ними и казавшиеся черными каравайки. Каравайки паслись вместе с куликами в траве. В степи просторно, поэтому птицам не было нужды подпускать меня с фототехникой слишком близко. Хотя машины порой проезжали куда ближе, не вызывая переполоха. Я же наблюдал караваек и ходулочников впервые, а потому с удовольствием снимал их на тех дистанциях, на которые они подпускали. Кстати, караваек гораздо ближе я смогу снять на лужайке в Адлере, но это будет позже, во время майской поездки в Сочи. Эти репортажи уже вышли на канале. После съемок на подманках и обеда на свежем воздухе мы поехали на Маныч, чтобы поснимать из лежачего укрытия в земле практически с уровня воды. На грунтовых дорогах тут и там нам попадались уже привычные спутники удоды. А рядом с кошарами неспешно уступали дорогу отары овец. Не доезжая до Маныча, прямо посреди степи мы встретили большую стаю черноголовых чаек. Птицы что-то оживленно обсуждали, перекрикивая друг друга, порывистый ветер и жаворонков. Ольга решила по-пластунски подобраться к чайкам поближе. Но где ты в степи укроешься? Так что чайки взлетели, и я с удовольствием поснимал их в полете. Через некоторое время птицы вернулись, и я поснимал их со штатива под прикрытием автомобиля, стараясь хоть как-то укрыться от порывистого ветра. Но мы не зря выбрались из авто. Скоро прямо над нами пролетела стая розовых пеликанов, и я успел запечатлеть этих птеродактилей в полете. Между прочим, как-то осенью я снимал пеликана на пруду в Подмосковье. Если помните, на канале выходил короткий репортаж.
В России основные места гнездований розовых пеликанов находятся на юге европейской части, хотя отдельные залеты известны и для более северных регионов. На Маныче помимо розового пеликана обитает и кудрявый. Вечером из лежачей засидки я успею запечатлеть именно кудрявого пеликана. Но осторожная птица скоро заметила подозрительное движение объектива и улетела от греха подальше. Пеликаны пролетели, и мы продолжили наблюдение за вернувшимися черноголовыми чайками. Несмотря на сногсшибательный ветер, птицы пытались спариваться и что-то делили между собой, устраивая демонстративные стычки. В полете черноголовые чайки вполне могли сойти за озерных, если не придираться к деталям. Ну а если присмотреться, то черные шапочки у озерных чаек не такие большие. Яркость красного клюва и ног тоже выражена слабее, чем у черноголовых чаек. Оставив в покое крикливых птиц, мы поехали к Манычу. В степи, как олицетворение простора и свободы, резвилась группа коней с жеребцом. Я даже не знаю, что больше меня впечатлило – эскадрилья пеликанов в небе или вольный табун лошадей. Ну и на берегу было чему подивиться. Пара колпиц кормились на мелководье, процеживая воду через клюв лопаточку. К сожалению, близко птицы не подпустили, и удалось снять их только из окна автомобиля. Ольга осталась караулить птиц из лежачего укрытия в земле, а я отъехал подальше и попытался установить раскладную палатку. Степной ветер рассмеялся мне в спину, но я решил проверить палатку на прочность и довел эксперимент до конца. Несмотря на условность моего укрытия, ходулочники проходили достаточно близко. Снимаю ходулочника из кротка, который колбасит ветром, еле он держится на растяжках. Ходулочник в шоке, я тоже. А вот летевшая в мою сторону стая караваек палатку не одобрила и развернулась. В результате удалось снять улетающий караван караваек. Снимать из земляного укрытия почти с уровня воды было не так удобно, зато кадры получались очень живописными. Штатив в землянку не поместился, так что я снимал с рук. Лысуха с аппетитом ела тину, а я, затаив дыхание, ждал более экзотичных моделей. Лебедь-шипун всячески пытался показать, что он ничем не хуже пеликана. Чомги на фоне этого великана казались маленькими уточками. Кудрявый пеликан появился под занавес дня, и автофокус уже никак не хотел работать на благо документального кино. Первый полный день пребывания на Маныче встретил нас крепкими объятиями степных ветров. Ну а благодаря контактам Ольги вчера нам удалось запечатлеть сплюшку, а сегодня, по наводке Михаила Веревченко, увидеть розовых и кудрявых пеликанов. Впереди у нас еще 6 дней, и мы постараемся найти поснимать получше местных пернатых, а если повезет, и других животных. Друзья, спасибо за ваш интерес к миру природы. С вами был Василий Вишневский и птицы Маныча. Всем пока, всем добра.